Roland Space Echo по праву считается одним из лучших дилеев в истории музыкального производства. И сегодня мы рассмотрим, на мой взгляд, лучшую его эмуляцию в программной среде. Что ж, приступаем. Как вы уже догадались, я говорил о плагине IK Multimedia Space Delay. Давайте посмотрим на него. Вы можете заметить, что органы управления плагина дублируют оригинальное устройство Roland Space Echo. У нас есть переключатель режимов работы, есть органы управления ревербератора, органы управления дилея и некоторое количество дополнительных контроллеров. Мы можем настроить уровень входного сигнала, соотношение обработанного и необработанного сигналов, можем изменить количество низких и высоких частот для линии задержки, настроить громкость и панораму для ревера и для дилея, изменить значение обратной связи, а также настроить скорость дилея. Как вы помните, в оригинальном устройстве доступно 3 линии задержки, и в плагине мы видим также 3 линии задержки, которые мы можем сделать немного побыстрее или немного помедленнее с помощью соответствующего регулятора Rate. Мы можем настраивать его как в миллисекундах, так и исходя из музыкальных длительностей, что очень удобно. Кроме того, для каждой из линий задержек мы можем настроить панорамирование. То есть, например, мы можем одну оставить по центру, вторую можем спанорамировать влево, а третью вправо. Это очень удобно. Помимо прочего, мы можем настроить уровень шума, создаваемый плагином, а также симулировать износ ленты. Чем более старой будет настройка, тем более по-старому будет звучать лента, что пригодится нам для создания истинно винтажных эффектов. В отличие от оригинального устройства, ревербератор в Space Delay мы можем использовать не только как моно, но и как стереоустройство. Также для входящего сигнала мы можем задействовать обрезные фильтры и настроить дакинг, что пригодится нам при смешении необработанных сигналов с обработанными. В общем-то, пожалуй, на этом и все. Устройство очень простое, но очень гибкое в настройке. Перейдем к практическим моментам. Я заготовил небольшой музыкальный фрагмент, который вы уже раньше слышали в заставке к одному из наших видео. Послушаем его. Действительно праздничная музыка. Я открыл Space Delay на дорожке Bells, с нее и начнем. Действительно, этим колокольчикам требуется некоторое количество пространства, а также немного мерцающего звучания, чтобы они звучали более празднично, более магически. Активируем плагин и начнем настройку. Пожалуй, приступим к выбору подходящего пресета. Вот этот вариант мне нравится. Мы находимся в режиме, в котором задействованы все линии задержек и реверберация. Вот такой эффект. Очень неплохо. Мы можем добавить немного высоких частот. А также изменить скорость работы дилея, чтобы он был более медленным. Прекрасно. Такое звучание мне очень нравится. Послушаем, как было до обработки и как стало после. В миксе это также должно звучать очень круто.
Отлично. Колокольчики теперь звучат намного более выразительно. Конечно, они стали немного громче, но это, мне кажется, не проблема. Давайте теперь добавим дилей на гитары, потому что они какие-то немного грустные. Действительно. Начнем с первой гитары. Опять же, попробуем найти подходящий пресет. А вот это уже интересно. Но мне не нравится, что этот дилей звучит слева. Для гитары, которая звучит слева, было бы неплохо сделать дилей, который будет работать справа. Давайте передвинемся поближе и послушаем. Я сейчас изменяю панорамирование и линии задержки, и реверберации. Отлично. И также спанорамируем вторую линию задержки вправо. Неплохо. Попробуем стереоревер. Нет, пускай будет моно. Подстроим фильтры. Я пытаюсь сделать звучание менее гулким. Прекрасно. Очень показательный для Space Echo эффект. Нет, дакинг пускай будет на 100%. Хорошо. И мы теперь возьмем и создадим такой же дилей для второй гитары, но спанорамируем его влево. Отлично. Теперь гитара сначала звучит слева, потом звучит ее дилей справа, потом гитара звучит справа, и ее дилей звучит слева. В миксе это должно работать очень круто. Прекрасно, но мы сделаем подмешивание эффекта немного поменьше. Да, мне это нравится. Продолжим. Друзья, сегодня мы разыграем 2 лицензии на плагин IK Multimedia Space Delay. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также под видео оставить комментарий с указанием того, на каких инструментах Roland Space Echo вам нравится использовать больше всего и почему. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать комментарии под видео на YouTube, поэтому оставьте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно сообщим в нашем сообществе на YouTube. Теперь поработаем со Space Delay на басу. Я хочу несколько усилить центр этого инструмента. На этот раз мы не будем использовать пресеты, а все настроим вручную. Используем одну линию задержки, то есть режим 1, и немного увеличим скорость. Уменьшим фидбэк практически до минимума. Я просто хочу, чтобы дилей немного усилил центр.
Дакинг очень полезная функция. Он позволяет немного придавить эффект за счет оригинального сигнала. И немного уменьшим громкость задержки. Послушаем до обработки и после. После обработки бас звучит немного более объемно, но при этом он не становится каким-то вялым и непонятным. Прекрасно, послушаем в миксе. Слабовато? А вот это уже более интересно. Прекрасно, движемся дальше. Теперь я хочу попробовать Space Delay на тамбурине. Мне нужна одна линия задержки, которую я спанорамирую немного вправо, а также здесь мне нужен ревер, поэтому мы используем 5-й режим. Вы можете заметить по обозначениям, что все режимы, начиная от 5 до 11, работают с ревером, а первые 4 режима работают без ревера. Настройки каждого из режимов вы можете посмотреть по светодиодным индикаторам вот здесь. В 5-м режиме работает одна линия задержки, теперь 2-я, теперь 3-я, теперь 1-я и 2-я, 2-я и 3-я, 1-я и 3-я и все 3. Здесь только реверберация, и опять же 1-я, 2-я, 3-я, 2-я и 3-я. Все очень просто. Но нам нужен 5-й режим. Спанорамируем задержку немного вправо. И теперь, что нам нужно еще? Нам нужен, пожалуй, стерео-реверб. Сделаем Tape Age максимально старой. Прекрасно. Добавим немного дакинга. Приберем ревера. Профильтруем сигнал. Чтобы он был больше похож на оригинальный Space Echo. Это мне уже нравится. Сделаем задержку потише. И приберем на ней высоких частот. Прекрасно. Послушаем в миксе. До обработки скучновато. А это уже совсем другая история. Мне нравится подобное звучание. И теперь настроим Space Delay на барабанах. Но в этой ситуации мы будем использовать его в качестве традиционного пружинного ревера. Переключимся на Reverb Only, Stereo Reverb. Сделаем звучание старым и послушаем. Нет, сделаем звучание новым. Так, мне кажется, более интересно. Настроим фильтры. Пожалуй, увеличим значение Ducking, чтобы реверб не был слишком массивным.
Неплохо. Красивое звучание. Кстати, я ничего не говорил о переключателе FX Feed. Он просто выключает все эффекты. Никаких эффектов. А так все звучит как нужно. По-моему, эта фишка для оригинального устройства называется Dub Switch. Но поправьте меня в комментариях, если я не прав. Послушаем теперь барабаны в миксе. Сделаем входной сигнал немного потише и уменьшим количество ревера. Вот это уже намного более праздничное звучание. Давайте послушаем, с чего мы начинали и к чему пришли. Неплохо, но скучновато. А это уже совсем другое дело. Конечно, сигналы стали немного громче, нужно еще поработать с балансами, сделать дополнительные настройки, но плагин от IK Multimedia Space Delay действительно вдохнул жизнь в несколько скучноватые и простоватые исходники. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку.